Привет! Город Черной Ласки – витрина свободного рынка с монополией внутри. Героям нужен теплый нефрит любой ценой. Плачущая душа умирает, времени нет, силой брать нельзя, маскировка дороже. В официальном павильоне Ши Чуан Кун гасят агрессию Мэйлань 500 тысячами камней на стол. Красиво, но нефрита все равно нет. Кроме черного рынка. Тайная сделка, слои барьеров – все разлетается за секунду. Элитная стража без вопросов стирает воров прямо у них на глазах. Весь нефрит теперь в руках юноши в белом, который только что убивал без колебаний. Договариваться придется с палачами. А теперь слушаем дальше. Глава 791. Легко победивший врага. После недолгого раздумья молодой человек в белой мантии слегка кивнул мужчине в доспехах, и в глазах последнего мгновенно вспыхнули жажда крови и азарт. Он протянул обе руки, чтобы схватить юношу. По обе стороны от Хань Ли и Ши Чуанькуна появились гигантские черные клешни, которые с огромной силой устремились к ним. Когтистые отростки взметнулись в воздух, и Хань Ли с Ши Чуанькуном были мгновенно разорваны на куски, но затем их тела внезапно исчезли, оставив после себя лишь остаточное изображение. Сразу после этого Хань Ли и Ши Чуанькун появились за пределами окружения закованных в броню людей в сопровождении пространственных колебаний, а затем продолжили свой путь из магазина, совершенно не пострадав от нападения. При виде этого выражение лиц у всех слегка изменилось, а женщина в лазурной мантии слегка нахмурила брови и пробормотала себе под нос: он использует силы пространственного закона. При виде этого в глазах облаченного в доспехи мужчины мелькнуло недоумение. Он взглянул на юношу в белой мантии, и его тело мгновенно увеличилось в несколько раз, а кожа покрылась жестким мехом. Он принял полудемоническую форму, и его аура резко возросла. Сразу после этого он издал оглушительный рев, взмыл в воздух и набросился на Хань Ли и Ши Чуанькуна сзади. Хань Ли даже не потрудился обернуться, небрежно выставив ладонь навстречу кулаку закованного в броню человека, и раздался оглушительный грохот, сопровождаемый хрустом ломающихся костей. Облаченный в броню человек мгновенно отлетел назад, словно получив сильный удар, и врезался прямо в ближайшее здание, подняв огромное облако пыли. Не успел он даже вскрикнуть, как уже потерял сознание. Все культиваторы из армии Черной Ласки были поражены увиденным. Сильной стороной закованного в броню человека было его физическое превосходство, но в этом отношении он был полностью побежден, и этот подвиг, несомненно, был не по силам даже демону высшей ступени. В этот момент им стало совершенно ясно, что Хань Ли и Ши Чуанькун явно скрывают свои ауры, и все они обратились к молодому человеку в белом за дальнейшими указаниями. Сбив нападавшего с ног, Хань Ли продолжил идти в развалку рядом с Ши Чуанькуном, но на этот раз никто не пытался их остановить. Молодой человек в белом одеянии, казалось, размышлял, как лучше поступить, когда к нему подошел невысокий мужчина в доспехах и что-то прошептал ему на ухо. Выражение лица молодого человека в белом одеянии не изменилось, когда он услышал слова человека в доспехах, но он внезапно исчез без всякого предупреждения. Затем молодой человек в белом одеянии снова появился перед Хань Ли и Ши Чуанькуном и сказал: «Пожалуйста, подождите минутку». В то же время из его тела начали вырываться клубы алого тумана, мгновенно образовав плотное алое облако, которое испускало какие-то грозные колебания силы закона. Хань Ли и Ши Чуанькун переглянулись, после чего последний, нахмурив брови, спросил: «Вам все еще что-то от нас нужно?» «Мы не нарушали никаких законов, и сейчас мы очень спешим, так что нам некогда здесь задерживаться. Вы двое не с нашего горного хребта 10 опасностей. Я не буду спрашивать, с какой целью вы посетили наш город, но, пожалуйста, отдайте теплый нефрит «Пурпурное солнце», который вы получили от Гуаньшена и Хэйлана», — сказал молодой человек в белой мантии. «Что еще за теплый нефрит «Пурпурное солнце»?» «Мы просто ходили по магазинам, но не успели ничего купить, как ты ворвался и убил этих двоих», — ответил Ши Чуанькун с невозмутимым видом. Услышав это, молодой человек в белом слегка помрачнел и сказал: «В таком случае, пожалуйста, передайте мне свои инструменты для хранения, чтобы я их осмотрел. Если внутри нет теплого нефрита пурпурного солнца, то вы можете идти». «Я уже сказал вам, что мы спешим, так что перестаньте тратить наше время», — возразил Ши Чуанькун холодным тоном. «Я вижу, что вы оба довольно сильны, но не забывайте, что это город Черной Ласки. Не усложняйте себе задачу больше, чем нужно», — пригрозил молодой человек в белом, и все люди в доспехах немедленно окружили Хань Ли и Ши Чуанькуна. «Что за шутка? Я всегда слышал, что король Черной Ласки поощряет свободную торговлю, но, похоже, это была не более чем ложь. Как досадно». Холодно усмехнулся Хань Ли. «Что ты сказал? Как ты смеешь клеветать на моего отца?» — в ярости воскликнул молодой человек в белом. «Что это за клевета?
Мы не нарушали никаких правил, но нас грабят средь бела дня черные ласки, возразил Хань Ли. Я не собираюсь никого грабить, моя цель — просто вернуть украденный теплый нефрит пурпурного солнца. Если я смогу убедиться, что он не у вас, то я готов извиниться. Холодно фыркнул молодой человек в белой мантии, и алое облако вокруг него начало распространяться во все стороны, охватывая Хань Ли и Ши Чуанькуна. В ответ Хань Ли открыл рот и выпустил струю золотого света, которая пронеслась по воздуху и мгновенно достигла молодого человека в белом одеянии. Молодой человек в белом одеянии был слегка ошеломлен скоростью золотой вспышки и тут же взмахнул рукавом, выпустив в воздух малиновую вспышку, которая в мгновение ока поглотила золотую. В малиновом свете виднелась малиновая вуаль, тонкая, как крыло цикады, и она казалась настоящим сокровищем. Однако в этот самый момент полоска золотого света внезапно превратилась в 12 миниатюрных золотых мечей длиной в несколько дюймов, над которыми непрерывно сверкали крошечные золотые молнии. Прежде чем молодой человек в белом успел что-либо предпринять, 12 миниатюрных мечей высвободили разрушительную силу молнии, которая мгновенно разорвала алую вуаль в клочья и устремилась прямо к молодому человеку в белом. «Пощади его, брат Ли!» — поспешно крикнул Ши Чуанькун. На лице молодого человека в белом наконец-то появилась паника, когда облако малинового тумана быстро сгустилось вокруг него, пытаясь сдержать золотые летающие мечи, пока он пытался призвать еще больше сокровищ. Однако прежде чем он успел это сделать, 12 лазурных мечей бамбуковых облаков с легкостью пронзили облако малинового тумана и прошли прямо сквозь его тело. 12 пуль мгновенно пронзили его конечности, и он упал на землю с мучительным криком и ужасом в глазах, в то время как багровое облако вокруг него быстро рассеялось. Хань Ли больше не обращал внимания на молодого человека в белом, который молниеносно развернулся и взмахнул рукой, выпустив в воздух миниатюрный лазурный меч. Внезапно, без всякого предупреждения, прямо перед ним возникла золотая вспышка света от меча, но миниатюрный лазурный меч остановил ее на лету. Раздался громкий металлический лязг, и пространство вокруг двух мечей задрожало и исказилось, когда они заскрежетали друг от друга, не в силах одержать верх. На лице женщины в лазурном одеянии появилось ошеломленное выражение, а Хань Ли холодно хмыкнул. «Твой меч неплох, но его владелец слишком слаб». Прежде чем женщина в лазурном одеянии успела что-либо предпринять, ее пронзила острая боль, словно в голову вонзили раскаленный до красна кочерек, и она приглушенно застонала, невольно напрягая все тело. Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы подбежать к женщине в лазурном одеянии, прижать палец к ее лбу и выпустить дугу золотой молнии. Женщина в лазурном одеянии издала мучительный вопль, когда все ее тело мгновенно обуглилось до черноты, и она упала на землю без сознания. Ее золотой меч тоже с громким лязгом упал на землю, и исходящий от него сияющий золотой свет померк. В мгновение ока Хань Ли одолел двух культиваторов высшего зенита, и все культиваторы армии Черной Ласки могли лишь изумленно наблюдать за происходящим. В этот момент Хань Ли перевел взгляд на культиваторов из армии Черной Ласки и снова холодно хмыкнул. Все они тут же закрыли головы руками и издали мучительные вопли. Хань Ли быстро взмахнул пальцами, выпустив около дюжины золотых молний, которые с безошибочной точностью поразили культиваторов Черной Ласки. Их тела почернели и рухнули на землю без сознания. Последовательное применение секретной техники оглушающего шиподуха также сильно истощило духовные силы Хань Ли, и его лицо слегка побледнело, но он быстро пришел в себя, сделав глубокий вдох, и перевел взгляд на ошеломленного молодого человека в белом. Мужчина открыл рот, чтобы что-то сказать, но Хань Ли просто щелкнул пальцем в его сторону, выпустив дугу золотой молнии, которая ударила его в лоб и мгновенно вырубила. Это было невероятно впечатляюще, брат Ли, но, похоже, у нас нет другого выбора, кроме как покинуть город. Сказал Ши Чуанькун с кривой улыбкой. Мы уже достигли своей цели, так что нам все равно незачем здесь оставаться. Ответил Хань Ли с легкой улыбкой. Глава 792. Смена союзников. Примерно через 15 минут. Хань Ли и Ши Чуанькун быстро направлялись к северным городским воротам. Если бы они не хотели привлекать к себе внимание, то уже давно нарушили бы запрет на полеты в городе и поднялись бы в небо. Похоже, дальше нам предстоит нелегкое путешествие. Сказал Хань Ли, слегка нахмурив брови. Кто бы мог подумать, что мы столкнемся с армией черных ласок. С другой стороны, мы все равно не собирались оставаться здесь надолго, так что, полагаю, это не имеет значения. Вздохнул Ши Чуанькун. Внезапно оба они резко остановились и посмотрели прямо перед собой с выражением страха на лицах. Изысканно одетый молодой ученый в этот момент пробирался к ним сквозь шумную толпу впереди, и Хань Ли с Ши Чуанькуном могли лишь обменяться кривой улыбкой при виде этого молодого человека. Несмотря на то, что это была их первая встреча, они сразу поняли, что перед ними никто иной, как король черных ласок. Черный король ласок шел не спеша, с безмятежным выражением лица, и от него не сходило ни малейшего колебания ауры, как будто он был всего лишь безобидным смертным.
В одной руке он держал книгу и слегка поклонился Хань Ли и Ши Чуанькуну, сказав: «Для нас большая честь принимать вас в нашем городе, ваше высочество». На лице Ши Чуанькуна появилась теплая улыбка, и он, ответив на поклон, сказал: «Это большая честь для меня, старший». Хань Ли слегка нахмурил брови, слегка поклонившись, промолчал. «Нам вряд ли подобает разговаривать посреди улицы. Как насчет того, чтобы пойти и присесть в моем дворце?» — с искренней улыбкой предложил король черных ласок. Отказаться было явно невозможно, поэтому Ши Чуанькун ответил: «Пожалуйста, простите наше вторжение». Король черных ласок сделал приглашающий жест рукой, затем взмахнул рукавом, и под ногами всех троих вспыхнул черный свет. В следующее мгновение они оказались в огромном саду, полном странных и экзотических растений и камней. Там также был бамбуковый лес, в котором обитали птицы, и было множество павильонов и беседок, представлявших собой захватывающее зрелище. По мере того, как они углублялись в сад, пейзаж менялся, и казалось, что они проходят через времена года, начиная с яркой весны и заканчивая белоснежной зимой. Я всегда слышал, что в вашем дворце есть невероятно красивый сад, в котором можно увидеть пейзажи всех 4 времен года, и он, безусловно, оправдывает свою репутацию старшей черной ласка. Сказал Ши Чуанькун. Это ничто по сравнению с пейзажами города ночного солнца. Скромно сказал король черной ласки, но взгляд его глаз говорил о том, что он был очень доволен комплиментом Ши Чуанькуна. Ни один из них не упомянул о конфликте, который только что произошел в магазине Гуаньшена, и они продолжали дружелюбно болтать друг с другом, пока не подошли к красному зданию. «Ваше Высочество, я хотел бы поговорить с вами наедине во дворце Колокольного Духа. Не могли бы мы попросить товарища Даосали, пока выпить чаю и подождать нас во дворце весенней воды?» — спросил король черной ласки. Услышав это, Хань Ли повернулся к Ши Чуанькуну, и тот молча кивнул ему. «Мы сделаем так, как вы говорите, старший черный ласка», — ответил Ши Чуанькун с улыбкой. После этого прекрасная дворцовая служанка отвела Хань Ли во дворец весенней воды, а Ши Чуанькун сопровождал короля черной ласки во дворец Колокольного Духа. Когда Хань Ли прибыл во дворец весенней воды, для него уже был приготовлен чай, и он сел, чтобы сделать глоток. Тем временем во дворце Духов Колокола Ши Чуанькун и черный король ласок вместе вошли во дворец. Выражение лица Ши Чуанькуна оставалось спокойным и невозмутимым, но его ладони сильно вспотели. Он огляделся и обнаружил, что внутреннее убранство дворца напоминало кабинет, и что примерно 2/3 дворца занимали большие деревянные книжные полки, на которых стояли сотни тысяч книг. Бегло осмотрев книжные полки, Ши Чуанькун понял, что большинство книг — это сборники стихов и другие подобные произведения смертных авторов, и среди них почти не было книг по боевым искусствам. Кроме того, на стенах висели несколько каллиграфических работ в элегантных рамках, большинство из которых также состояли из древних поэтических строк и буддийских и даосских мантр. Что касается почерка, то его можно было назвать только стабильным и последовательным, но без особого изящества. Ши Чуанькун подавил в себе тревогу и похвалил: «Ваша каллиграфия так же изысканна, как и ваш литературный вкус, старший черный ласка. В этом первозданном горном массиве слишком мало людей, способных оценить хорошую каллиграфию. Как же приятно, что здесь есть такой человек, как вы», — ответил король черной ласки с довольной улыбкой. «Что касается конфликта, который у нас возник с вашим сыном, я искренне». Король черной ласки махнул рукой, прерывая Ши Чуанькуна, прежде чем тот успел закончить. «Все в порядке, это была всего лишь небольшая стычка. Я, конечно, не стал бы приглашать тебя в свой дворец из-за такой мелочи», — сказал король черных ласок с многозначительным выражением лица. «В таком случае могу я спросить, зачем вы пригласили меня сюда?» — спросил Ши Чуанькун. Король черных ласок подошел к книжной полке и поставил на нее книгу, которую держал в руках, а затем ответил: «Сейчас в городе ночного солнца и даже во всем священном царстве царит хаос из-за вопроса о наследстве, и многие силы вынуждены делать выбор. Нашему горному хребту 10 опасностей никогда не придавали особого значения, но когда придет время, мы тоже неизбежно окажемся втянуты в это, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как начать строить планы заранее. Я никогда не собирался вмешиваться в дела о наследстве, и уж точно не думал, что это вызовет такой ажиотаж». Вздохнул Ши Чуанькун. «Яркий драгоценный камень неизбежно будет сиять, где бы он ни находился. Даже если бы вы не вернулись в священное царство, вы все равно не смогли бы избежать внимания, ваше высочество», — сказал король черных ласок с многозначительной улыбкой. «Что вы имеете в виду, старший черный ласка?» — спросил Ши Чуанькун, приподняв бровь. «Всем известно, что среди 13 сыновей святого монарха наибольшей властью обладает старший принц Ши Чжэньфэн, и что единственный, кто может с ним соперничать, это третий принц, Ши Пакун, принц, обладающий наибольшими способностями. У вас с третьим принцем одна мать, поэтому вы очень близки, и все знают, что вы обязательно присягнете ему на верность», — сказал король черных ласок.
Понятно, значит, вы планируете через меня пообещать свою поддержку моему брату, верно, старший Черная Ласка? Спросил Ши Чуань-кун с понимающим видом. Когда я впервые получил приказ от старшего принца выследить тебя, я собирался сделать ставку на него. В конце концов, обещанная им компенсация была слишком велика, чтобы ее игнорировать. Однако я начал сомневаться после того, как узнал, что ты и твой слуга убили и Тию, и Тунью, продолжил король Черных Ласок. Услышав это, Ши Чуань-кун слегка нахмурился и понял, что король Черной Ласки неверно истолковал статус Хань Ли. В то же время он вдруг вспомнил, что Хань Ли упомянул о том, что почувствовал еще одну мощную ауру, когда они убегали от короля Золотого Носорога, и спросил: «Старший король Черной Ласки, это вы помогли нам сбежать от короля Золотого Носорога на границе?» «Все верно. Я и до этого следил за тобой, и мой первоначальный план состоял в том, чтобы дождаться, пока король Золотых Носорогов раздавит тебя, а потом вмешаться и забрать добычу. Однако, увидев, как ты дважды сбегаешь от него, я передумал и решил спасти тебя, чтобы поддержать третьего принца. Но теперь...» Голос черного короля ласок внезапно затих, и Ши Чуань-кун тут же напрягся, но затем снова расслабился. На данный момент ситуация действительно не могла стать еще хуже. «Теперь, когда я с вами познакомился, я решил сделать на вас ставку». Усмехнулся король черных ласок. Ши Чуань-кун был поражен, услышав это, и на мгновение замолчал, прежде чем спросить: «Почему?» «Поверите ли вы мне, если я скажу, что сделал это по наитию?» — спросил король черных ласок. Ши Чуань-кун в ответ тут же покачал головой и уже собирался что-то сказать, когда король черных ласок продолжил: «У тебя огромный потенциал, но он еще не проявился. Кроме того, тот факт, что рядом с тобой такой могущественный слуга, и то, на что пошел старший принц, чтобы выследить тебя, тоже очень показательные. Ваше мужество достойно восхищения, старший черный ласка». С улыбкой похвалил Ши Чуань-кун. «Теперь, когда я ясно изложил свои намерения, давайте обсудим более конкретные вопросы», — сказал король черной ласки. Почти полдня пролетели как одно мгновение. Хань Ли все это время оставался во дворце весенней воды, и к нему никто не подходил, за исключением нескольких прекрасных дворцовых служанок, которые наполняли его чашку всякий раз, когда он допивал чай. Внешне он казался спокойным и собранным, но внутри его терзали сомнения. Как раз в тот момент, когда он был готов потерять терпение и вырваться из дворца, Ши Чуань-кун и король черных ласок вошли во дворец, словно старые друзья. «Не каждый день наш город черных ласок принимает таких уважаемых гостей, так почему бы вам не остаться на некоторое время, чтобы я мог проявить гостеприимство? Я позабочусь о том, чтобы вы благополучно покинули горный хребет 10 опасностей», — сказал король черных ласок с улыбкой. «Тогда мы будем в ваших руках, старший черная ласка», — ответил Ши Чуань-кун с улыбкой. Им с Хань Ли выделили место во дворце. Глава 793. Мимо дома Великого Истока. У Хань Ли, естественно, были свои сомнения по поводу короля черных ласок, но он не стал задавать вопросов. Поначалу он думал, что именно его прорыв привлек внимание 10 опасностей, но потом понял, что все не так просто и что, похоже, на самом деле целью был Ши Чуань-кун. Статус Ши Чуань-куна, скорее всего, и был причиной того, что король черной ласки был так вежлив и дружелюбен с ним, но Ши Чуань-кун, похоже, не собирался ничего объяснять, а Хань Ли не счел нужным спрашивать. В любом случае, лучшим вариантом было последовать за Ши Чуань-куном в горный хребет 10 опасностей, а все остальное могло подождать, пока они не покинут горный хребет. 3 дня спустя Хань Ли отправился в город к северу от горного хребта 10 опасностей, в превосходный город, по тайному торговому пути, проложенному между Черной Лаской и превосходным городом. Несколько месяцев спустя. В южной части царства дьявола находился чрезвычайно крутой и длинный горный хребет, который располагался между горным хребтом 10 опасностей и бескрайними печальными равнинами. В центре горного хребта был перевал, где была возведена массивная городская стена. Стена была построена из гигантских черных каменных блоков, на которых были выгравированы сложные узоры и окутана тонким слоем серого тумана. На вершине стены висела огромная табличка с надписью «Превосходный город», а под табличкой располагалась массивная арка и 2 небольших воротца по бокам. Главные ворота и те, что слева, были закрыты, и открытыми оставались только те, что справа. Там стояли на страже несколько закованных в броню охранников. У ворот было очень мало пешеходов, и в этот момент к городу медленно приближались 2. Один из них был внушительного телосложения, с темной кожей и грубыми чертами лица. На его лбу был единственный черный рог, и он был одет в кожаные доспехи. Его спутник был гораздо больше похож на человека, за исключением того, что на его щеках была золотая чешуя. «Брат Ши, почему мы расстались с торговым караваном, который организовал для нас король Черной Ласки, вместо того, чтобы войти в город вместе с ними?» —
спросил человек с золотой чешуей на лице. Между превосходным городом и королем черных ласок всегда были деловые отношения, но все это делается тайно, за закрытыми дверями, и, учитывая нашу конфиденциальную информацию, нам лучше не вмешиваться в это. Ответил внушительный мужчина. Эти двое были никем иным, как Хань Ли и Ши Чуанькуном, и вскоре они подошли к городским воротам, где их остановили стражники в доспехах. «Покажите нам свои пропуска», — потребовал один из стражников в доспехах, протягивая руку. Ши Чуанькун перевернул ладонь и достал пару черных нефритовых жетонов размером с ладонь, прежде чем передать их. Облаченный в броню стражник принял значки, внимательно изучив их, сказал: «Это пропускные жетоны, выданные поместьем маркиза Безмятежной горы. Зачем вы проделали весь этот путь до превосходного города? Мы здесь, чтобы выполнить поручения наших хозяев, так что у нас нет особого выбора, не так ли?» Ши Чуанькун вздохнул. «Хорошо, вы можете войти», — сказал закованный в броню стражник, возвращая нефритовые значки Ши Чуанькуну. Войдя в городские ворота, Ши Чуанькун протянул один из нефритовых жетонов Хань Ли и сказал: «Мы будем часто использовать эти вещи в превосходном городе, так что тебе тоже стоит взять с собой один». «Что это за поместье маркиза Безмятежной горы?» — спросил Хань Ли, принимая нефритовый значок. «Наше священное царство отличается от царства бессмертных тем, что им в первую очередь правит мой отец, а под его началом находится множество знатных людей, которые управляют различными областями. Один из них — маркиз Безмятежной горы», — объяснил Ши Чуанькун. «Раз ты сын дьявольского монарха, у тебя должно быть очень высокий дворянский титул, верно?» — спросил Хань Ли. «Родословная очень важна в нашем священном царстве, но превыше всего ценится сила, поэтому, чтобы получить самые высокие дворянские титулы, нужно как минимум достичь стадии зенита небес и иметь определенное количество наград или поддержки. На данный момент у меня нет ни собственной территории, ни официального титула, но я могу пользоваться многими ресурсами Дома Великого Истока», — объяснил Ши Чуанькун. «Понятно», — ответил Хань Ли, кивнув. Городская стена оказалась намного толще, чем представлял себе Хань Ли, и даже проход, ведущий в город от ворот, был длиной более 1000 футов. Когда они вышли из прохода, к ним сразу же вернулся естественный свет, и им показалось, что они попали в совершенно другой мир. Однако, как только Хань Ли вошел в город, его брови слегка нахмурились. Дьявольской ци в превосходном городе было в несколько раз больше, чем за его пределами. Хань Ли заметил, что чем дальше на север они продвигались, тем больше дьявольской ци становилось вокруг, но он все равно не был готов к таким резким переменам после пересечения одной городской стены. Когда превосходный город только строился, для укрепления его стен были наняты мастера массивов, чтобы удерживать как можно больше дьявольской ци. Поэтому, когда мы выйдем из города и направимся дальше на север, дьявольской ци там будет гораздо меньше», — заверил Ши Чуанькун, с интересом наблюдая за тем, как Хань Ли смущается. В отличие от превосходного города, горный хребет 10 опасностей действительно является первозданной областью с небольшим количеством дьявольской ци. Кивнул Хань Ли. «Ты хорошо себя чувствуешь? Если дискомфорт станет слишком сильным, у меня есть таблетка для блокировки ци, которая может заблокировать дьявольскую ци, которую ты поглощаешь своим телом», — сказал Ши Чуанькун. «Пока все в порядке», — ответил Хань Ли, покачав головой. «Полагаю, такое количество дьявольской ци не станет проблемой для такого совершенствующегося, как ты», — сказал Ши Чуанькун с улыбкой. За городскими воротами находилась просторная площадь, от которой отходила мощенная каменная дорога, ведущая в центр города. Вдоль дороги располагались здания, построенные в строгом порядке, и чем ближе к центру города, тем выше становились здания. Стиль строительства превосходного города был уникальным. Большинство зданий возводилось из гигантских черных каменных блоков, а крыши в основном были купольными или коническими. Кроме того, на стенах и крышах зданий было множество замысловатых декоративных статуй, самыми распространенными из которых были статуи различных странных и экзотических животных. Зрелище было впечатляющим. На улицах возле городских ворот было очень мало магазинов, и большинство из них представляли собой небольшие торговые лавки, в которых, судя по всему, дела шли очень вяло. Однако по мере продвижения вглубь города улицы становились все более оживленными и шумными. «Мы отправимся прямо в поместье городского лорда, чтобы воспользоваться телепортационными массивами отсюда?» — спросил Хань Ли. «Спешить некуда. В превосходном городе есть филиал Дома Великого Истока, давай сначала сходим туда». С улыбкой ответил Ши Чуанькун. Хань Ли в ответ кивнул, и они вдвоем остановили запряженную животными повозку, которая тут же отправилась на север. По пути Хань Ли заметил большое скопление высоких зданий в пышном саду и спросил: «Это поместье городского лорда?» «Верно, а нынешний правитель города — маркиз Небесного Топора», — ответил Ши Чуанькун. «Маркиз служит городским лордом?» — спросил Хань Ли, приподняв бровь.
Обычно роль правителя города исполняет максимум барон. Однако превосходный город отличается тем, что он отвечает за сдерживание угрозы, исходящей от горного хребта 10 опасностей, а это довольно тяжелая ответственность, поэтому правителем города является маркиз. Помимо превосходного города, под его юрисдикцией находится большая территория к северу от города. Объяснил Ши Чуанькун. Понятно. Ответил Хань Ли, кивнув. Проехав мимо особняка городского лорда, карета продолжила путь на север и выехала на очень широкую и богато украшенную улицу. Вдоль улицы располагались магазины, в которых продавались самые разные товары. Здесь было гораздо многолюднее, чем в других частях города, поэтому карета была вынуждена замедлить ход. Водитель кареты начал рассказывать двум своим пассажирам о некоторых магазинах на улицах, чтобы порекомендовать их тем, кто платит ему комиссию, но быстро понял, что один из его пассажиров уже хорошо знаком с городом, поэтому благоразумно решил не давать никаких рекомендаций. По пути Ши Чуанькун познакомил Хань Ли со многими магазинами, мимо которых они проходили, тем самым продемонстрировав свои познания о городе. «Откуда ты так хорошо знаешь превосходный город, брат Ши?» — спросил Хань Ли. «Когда я только начал сотрудничать с Домом Великого Истока, я был в превосходном городе, поэтому я так много знаю о горном хребте 10 опасностей», — объяснил Ши Чуанькун с помощью голосовой передачи. «Понятно, значит, это для вас отправная это». Кивнул Хань Ли. «Можно и так сказать». С улыбкой согласился Ши Чуанькун. Пока они разговаривали, впереди появилось 7-этажное здание с конической крышей. Здание было украшено изящной резьбой и всевозможными сложными узорами, а снаружи висела табличка с надписью «Дом Великого Истока». Однако, к удивлению Хань Ли, Ши Чуанькун лишь мельком взглянул на вход в Дом Великого Истока, а затем снова посмотрел вперед и велел кучеру ехать дальше. «Почему мы не заходим?» — спросил Хань Ли по громкой связи. Услышав это, Ши Чуанькун нерешительно посмотрел на него. «Брат Ши, возможно, я и согласился сопровождать тебя в город ночного солнца, но это не единственный доступный мне вариант. Если ты намеренно скрываешь от меня что-то, то, боюсь, нам придется здесь расстаться», — предупредил Хань Ли. «Пожалуйста, не делай поспешных выводов, брат Ли. Я все тебе объясню, как только мы найдем место, где можно остановиться». Вздохнул Ши Чуанькун. Хань Ли ничего не ответил, лишь молча кивнул в знак согласия. Глава 794. Устранение подозрений. Они оба молчали, пока карета не доехала до конца улицы и не свернула в переулок. У входа в переулок Ши Чуанькун велел кучеру остановиться, а затем попросил Хань Ли подождать его, прежде чем выйти из кареты и направиться к очень маленькому магазинчику в конце переулка. На магазине не было никаких вывесок, за исключением тканевого баннера с надписью «Дом путешественников». Через несколько минут Ши Чуанькун вышел из магазина и вернулся в карету. Оттуда карета направилась на восток и остановилась в гостинице под названием «Облачная гора». Гостиница располагалась в довольно уединенном месте в восточной части города и была окружена густым лесом. В этом районе было больше деревьев, чем зданий, а сама гостиница выглядела довольно старомодно. Расплатившись за проезд, Ши Чуанькун толкнул деревянную дверь с облупившейся краской и провел Хань Ли во двор. Войдя во двор, Хань Ли почувствовал, как окружающее пространство слегка задрожало, а затем он внезапно оказался в просторном саду. Рядом протекал ручей, а над небольшим озером возвышался изящный крытый мост, с которого открывался прекрасный вид. Из гостиницы вышла соблазнительная женщина, которая выглядела как обычный человек, и спросила: «Чем я могу вам помочь?» Двор безмятежного лотоса и двор плетеного гребня все еще свободны. Ши Чуанькун. Услышав это, женщина слегка замялась, а затем ответила: «Двор безмятежного лотоса все еще пустует, но двор плетеного гребня в настоящее время занят постоянным жителем. В качестве альтернативы могу ли я предложить двор зеленой скорби?» Только услышав ответ женщины, Ши Чуанькун вспомнил, что двор плетеного гребня навсегда закреплен за ним. Он хлопнул себя по лбу и усмехнулся. «А, я и забыл об этом. В таком случае мы возьмем 2 свободных двора». С этими словами Ши Чуанькун отпустил женщину и повел Хань Ли по крытому мосту, прежде чем они углубились в гостиницу. По пути они увидели несколько хорошо обустроенных дворов, окруженных заборами. Ши Чуанькун провел Хань Ли через бамбуковый лес, и они вдвоем добрались до двора зеленой скорби, где стояло 2-этажное здание. Воспользовавшись жетоном, который дала ему женщина, Хань Ли снял ограничения вокруг двора, прежде чем войти внутрь. На первом этаже здания располагался гостевой зал, к которому примыкали внутренние и внешние комнаты. Хань Ли и Ши Чуанькун сели за круглый стол во внутренней комнате. Хань Ли сложил пальцы в печать, чтобы создать световой барьер вокруг комнаты, а затем сказал: «Хорошо, теперь мы можем поговорить. Брат Ли, я
Честно говоря, я не знаю, с чего начать. Сказал Ши Чуанькун после недолгого молчания. Тогда начнем с того момента, когда король золотых носорогов начал преследовать нас. Сначала я думал, что его внимание привлек мой прорыв, но, судя по событиям, которые произошли после этого, я предполагаю, что все не так просто, верно? Спросил Ханли. Ты прав, Братли. Целью золотого короля носорогов был я, и он охотился на меня по приказу моего брата, старшего принца. Вздохнул Ши Чуанькун. «Почему твой брат пытается тебя убить?» — спросил Ханли, слегка нахмурив брови. «Боюсь, я не могу раскрыть вам все подробности. Могу лишь сказать, что это касается наследства, которое имеет первостепенное значение для нашей святой расы. Мой брат, скорее всего, считает, что я представляю угрозу его притязаниям на наследство, и поэтому он вступил в сговор с королем Золотого Носорога, чтобы выследить меня», — ответил Ши Чуанькун. «Вы ведь кровные родственники, не так ли?» «Почему он заходит так далеко?» — спросил Ханли, слегка нахмурив брови. На протяжении всей истории бесчисленное множество братьев враждовали друг с другом из-за наследства. К тому же у нас с ним только один отец, а матери разные. Такое происходит не в первый раз, но раньше я никогда не становился мишенью. В конце концов, такой простой золотой бессмертный, как я, не представляет для него реальной угрозы. Ответил Ши Чуанькун с самоуничижительной улыбкой. Очевидно, что-то должно было произойти, чтобы убедить его в том, что теперь ты представляешь для него угрозу, не так ли? Многозначительно произнес Ханли. Ши Чуанькун уже знал ответ на этот вопрос и ответил, скорее всего, потому что я нашел лютню Вирата, и, конечно, не последнюю роль сыграло то, что мой отец был готов спасти меня из Серого Царства ценой огромных ресурсов. Я предполагаю, что последнее оказало большее влияние, чем первое. Размышлял Ханли. Возможно. Даже когда мои братья и сестры в прошлом сталкивались с серьезной опасностью, мой отец редко вмешивался. Возможно, этот случай убедил моего брата в том, что наш отец считает меня наследником. Сказал Ши Чуанькун. Не думаю, что он единственный, кто так считает. Мне интересно, почему король Черной Ласки был готов помочь нам даже после того, как мы устроили беспорядки в его городе. Должно быть, он делает ставку на тебя, верно? Спросил Ханли. У тебя действительно острый глаз, как ни у кого другого, Братли. Именно это и сказал мне король Черной Ласки. Ответил Ши Чуанькун. Теперь, когда твой брат решил прийти за тобой, я уверен, что это только начало неприятностей. Почему бы нам не вернуться в город Ночного Солнца прямо сейчас, воспользовавшись телепортационной формацией в городе? Конечно, в городе Ночного Солнца мы будем в большей безопасности. Может быть, ты не доверяешь маркизу Небесного Топора? Спросил Ханли. Когда я в последний раз был в превосходном городе, маркиз Небесного Топора еще не был градоначальником. Он занял эту должность только во время моего отсутствия. Я недавно заходил в филиал Дома Великого Истока, чтобы узнать, не изменились ли обстоятельства в превосходном городе, и, конечно же, снаружи здания был тайный предупреждающий символ. Все мои доверенные подчиненные уже уволены из филиала, и это говорит мне о том, что поместье городского лорда больше не является для меня безопасным убежищем. Объяснил Ши Чуанькун. «В таком случае, почему мы остаемся здесь, а не уезжаем прямо сейчас?» — спросил Ханли. Мой брат уже связался с королем Черных Ласок и приказал ему перехватить нас. Однако теперь, когда король Черных Ласок решил помочь мне, он отправит моему брату ложное сообщение, в котором будет утверждать, что мы все еще в бегах в горном хребте 10 опасностей, так что превосходный город пока в безопасности. Ответил Ши Чуанькун с улыбкой. Полагаю, это не единственная причина, по которой вы решили остаться в превосходном городе, верно? Вы заходили в тот магазин в переулке, чтобы попросить о подкреплении? Спросил Ханли. Я отправился туда, чтобы передать послание другому моему брату, третьему принцу. Он пришлет нам подкрепление, а пока мы останемся здесь, в этой гостинице. Подтвердил Ши Чуанькун, кивнув. Этому твоему брату можно доверять? Спросил Ханли, приподняв бровь. Можешь быть в этом уверен, Братли. У нас с моим третьим братом одна мать, и однажды я спас ему жизнь. Если я не могу доверять ему, то во всем священном царстве нет никого, кому я мог бы доверять. Уверенно ответил Ши Чуанькун. Ханли в ответ кивнул. Я признаю, что был неправ, скрывая это от тебя, но на кону стояли очень деликатные обстоятельства, поэтому мне нужно было быть осторожным. Надеюсь, ты меня поймешь. Хоть мы и не так давно знакомы, мы через многое прошли вместе, и я очень тебе доверяю. Сказал Ши Чуанькун, вставая и торжественно кланяясь Ханли. По правде говоря, я действительно не хочу вмешиваться в ваше семейное дело. Однако наши жизни переплетены в этом путешествии обратно в город Ночного Солнца, поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя.
Сказав это, пожалуйста, не держи от меня больше никаких секретов. Серьезно сказал Ханли. Не волнуйся, брат Ли, я уже все тебе рассказал и обязательно сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить твою просьбу, как только мы прибудем в город Ночного Солнца. Пообещал Ши Чуанькун. После этого они еще немного поболтали, прежде чем Ши Чуанькун ушел. Посидев немного в тишине, Хань Ли поднялся на второй этаж здания. Там он установил ограничение в безмолвной комнате для культивации, а затем вызвал дверь из серебристого света и вошел в бамбуковое здание во владениях цветущей ветви. На втором этаже бамбукового здания раньше жил Мо Гуан, но в данный момент комната была занята плачущей душой. Она лежала на кровати, а над ней парили кусочки теплого нефрита «Пурпурное солнце», излучая легкую энергетическую пульсацию. В этот момент выражение ее лица было очень спокойным, а дыхание — медленным и ровным. Все ее тело было окутано слабым фиолетовым светом, и казалось, что она просто спит, но она не подавала никаких признаков пробуждения. После замены низкосортного фиолетового солнечного теплого нефрита в массиве на нефрит среднего сорта состояние плачущей души несколько улучшилось, но этого было недостаточно, чтобы восполнить ее утраченную жизненную энергию, поэтому она по-прежнему оставалась без сознания. Хань Ли отдал Ши Чуанькуну большую часть полученного ими теплого нефрита «Пурпурное солнце» среднего качества, а оба куска теплого нефрита «Пурпурное солнце» высокого качества оставил себе. Однако он знал, что это не решит проблему в корне, поэтому даже высококачественного теплого нефрита «Пурпурное солнце» будет недостаточно, чтобы вылечить плачущую душу. В этот самый момент снаружи бамбукового здания внезапно раздался голос Дао Сосе. «Можно мне войти, товарищ Дао Сли?» Услышав это, Хань Ли немедленно спустился на первый этаж, пригласил Дао Сосе в комнату, и они вдвоем сели за бамбуковый стол для 8 бессмертных. Как только Дао Сосе сел за стол, Хань Ли сразу заметил, что на его лице появилось нерешительное выражение, которое контрастировало с его обычным неизменно нейтральным выражением. «Что-то случилось, брат Се?» — спросил Хань Ли. «В последнее время у меня в голове часто всплывает одно название, и мне кажется, что оно может быть как-то связано с моим бывшим хозяином», — ответил Дао Сосе. «Как оно звучит?» — спросил Хань Ли. «Пространственная область Скальптии», — ответил Дао Сосе. Это имя ни о чем не говорило Хань Ли, и он спросил, что это такое. «Я и сам не уверен, но в последнее время эта фраза часто приходила мне на ум», — ответил Дао Сосе, покачав головой. «Похоже на какую-то секретную зону». «Как это место связано с твоим бывшим хозяином?» — спросил Хань Ли, приподняв бровь. Глава 795. Время вездесущее. С тех пор, как мы прибыли в царство дьявола, в моей голове начали появляться воспоминания о моем прежнем хозяине. Похоже, что мой прежний хозяин был родом из царства дьявола, и эта пространственная область Скальптии, кажется, как-то связана с ним, но я не совсем понимаю, в чем именно заключается эта связь. Ответил Дао Сосе. «Вы хотите сказать, что ваш бывший хозяин был дьяволом?» — спросил Хань Ли. Это имело смысл, учитывая, что он впервые встретил Дао Сосе в море Дьявольского Истока, которое было эквивалентом царства дьявола, но находилось на более низком уровне. Верно. Однако в какой-то момент своей жизни он по какой-то причине отправился в царство бессмертных и однажды служил мастером по совершенствованию марионеток на горе сотни творений. Ответил Дао Сосе, кивнув. Я попытаюсь разузнать об этой пространственной области Скальптии. Поскольку этот термин появился в твоих мыслях только после нашего прибытия в царство дьявола, скорее всего, он как-то связан с царством дьявола. Если ты вспомнишь что-то еще, обязательно скажи мне. Я согласился исполнить предсмертное желание твоего бывшего хозяина и намерен сдержать это обещание», — сказал Хань Ли. Дао Сосе кивнул в ответ и ушел, оставив Хань Ли сидеть в бамбуковом здании в одиночестве с задумчивым выражением лица. С тех пор, как он ступил на землю руин секты истинного искусства, его жизнь стала очень беспокойной, и казалось, что его швыряет из стороны в сторону, и он не может управлять своей судьбой. Еще в смертоносных очистительных прудах он преодолел узкое место на 5-м уровне техники очищения духа, но у него не было возможности закрепить этот прорыв, поэтому он так и не достиг полного мастерства на 5-м уровне. Что касается 5 искусств совершенствования, основанных на атрибутах времени и секты истинного искусства, то его успехи в них были довольно скромными, за исключением писания истины. Еще в Северном Ледяном Бессмертном регионе он почувствовал, что между писанием истины, писанием иллюзорного рассвета и искусством предсказания времени водой существует какая-то связь. После этого он получил «Писание о восточных превратностях» и «Том о рассекающем время текучем огне» и был уверен, что эти два искусства совершенствования также должны быть связаны с вышеупомянутыми 3. Если я все равно собираюсь пробыть здесь какое-то время, то могу с таким же успехом использовать его для изучения этих техник совершенствования и укрепления своей базы.
Помня об этом, Хань Ли закрыл глаза и сел медитировать. В его сознании всплыл том о рассекающем время текучем огне, оставленный ему бессмертным лордом горящим пламенем, и это был первый раз, когда он по-настоящему внимательно изучал искусство совершенствования. Как и другие искусства культивирования, связанные со временем, том о рассекающем время текучем огне также имел 9 уровней и был наиболее похож на «Писание иллюзорного рассвета». Подобно домену песка иллюзорного рассвета из «Писания иллюзорного рассвета», домен огня, разрывающего время, из тома о рассекающем время текучем огне. Время имел домен огня, разрывающего время, в котором время останавливалось. В отличие от эффекта замедления времени, течение времени в этой области полностью останавливалось. Однако эффективная зона ее влияния была довольно ограниченной, но ее можно было постепенно расширять по мере продвижения по уровням искусства культивации. После недолгих раздумий Хань Ли решил пока не заниматься самосовершенствованием. Вместо этого в его памяти всплыло писание о восточных превратностях. Когда он только получил искусство совершенствования, он лишь бегло ознакомился с ним и не успел изучить его подробно. После тщательного изучения Хань Ли обнаружил, что это искусство совершенствования сильно отличается от других. Несмотря на то, что это тоже было искусство совершенствования, связанное со временем, оно не предполагало активного применения в бою. Вместо этого целью было создание восточного божественного древа. Сезонные изменения в определенной области вокруг места, где было посажено дерево, полностью подчинялись контролю заклинателя, и это дерево также обладало огромной силой, подавляющей способности растительных духов. Однако Хань Ли не очень интересовали его подавляющие свойства. В конце концов, его огненный ворон сущности уже был естественным врагом всех растительных духов. Поэтому его гораздо больше интересовал основной эффект этого искусства. Если бы он мог управлять сменой 4 времен года в пределах определенной территории, разве это не означало бы, что он мог бы ускорить смену времен года, тем самым ускорив рост духовных растений? Если бы это было так, то, посадив восточное божественное древо в своем саду духовных растений, он смог бы вырастить все духовные растения на большой территории. Эффект, конечно, был бы не таким выраженным, как от духовной жидкости из небесной бутылки, но площадь действия была бы намного больше. Внезапно Хань Ли вспомнил, что в «Писании иллюзорного рассвета» была одна часть, которая постоянно ставила его в тупик, несмотря на все его усилия. Внимательно прочитав том о рассекающем время текучем огне, он обнаружил, что в искусстве культивирования есть раздел, который, казалось, предлагал решение проблемы, с которой он столкнулся в «Писании иллюзорного рассвета». Помня об этом, он поспешил проверить свою теорию, и через несколько часов его глаза широко раскрылись, а на лице появилось восторженное выражение. Конечно же, он был прав. В то же время в его сердце закралось сомнение. Все эти 5 искусств совершенствования были связаны со временем, но специализировались в разных областях, и каждая из них соответствовала одному из 5 элементов. Может ли быть так, что великое 5-элементное иллюзорное искусство представляет собой комбинацию всех 5 искусств совершенствования? Как только эта мысль пришла ему в голову, он тут же снова закрыл глаза и начал изучать 5 искусств совершенствования одно за другим, начиная с писания реинкарнации истинного искусства, с которым он был наиболее знаком. Время медленно шло, и день сменялся ночью, а потом снова наступал день. Хань Ли просидел в медитации всю ночь, и в этот момент он медленно открыл глаза, и на его лице появилась кривая улыбка. Ни одно из 5 искусств совершенствования не было простым для понимания, и пытаться связать их воедино было все равно, что пытаться распутать клубок ниток. Поскольку он не мог добиться какого-либо прогресса в этом начинании, он решил пока отложить это в сторону и обратить внимание на том рассекающем время текучем огне и писание о восточных превратностях в надежде, что это принесет какие-то положительные результаты. Приняв решение, Хань Ли больше не колебался и сразу же принял пилюлю, а затем произнес технику из тома о рассекающем время текучем огне, после чего от его тела мгновенно начали расходиться красные волны. 3 месяца пролетели как один миг. Внутри бамбукового здания в цветочной ветви Хань Ли уже очнулся от своего медитативного состояния и расхаживал взад-вперед, заложив руки за спину. Через несколько мгновений он вышел из бамбукового здания, нахмурив брови, и направился во двор. Двор был наполнен духовной энергией Ци, которая дарила ему ощущение блаженного покоя. Он прошел по мосту, положил руку на перила и рассеянно посмотрел на листья лотоса на поверхности пруда. За последние 3 месяца он сделал несколько первых шагов в изучении тома о рассекающем время текучем огне и писания о восточных превратностях, но обнаружил, что ему гораздо сложнее продвигаться в этих 2 искусствах самосовершенствования, чем в искусстве предсказания времени по воде. Дело было не в том, что он недостаточно хорошо владел законами времени. Вместо этого он заметил, что, хотя 5 искусств совершенствования во многом связаны между собой, в них также есть много противоречивых элементов.
В частности, метод циркуляции бессмертной духовной силы, описанный в томе о рассекающем время текучем огне и «Писании иллюзорного рассвета», противоречил искусству предсказания времени по воде, а то, что работало в «Колесе истины» и искусстве предсказания времени по воде, напрямую противоречило восточному писанию о превратностях. Подводя итог, можно сказать, что если бы он не смог найти баланс, то не смог бы заниматься всеми 5 видами культивирования одновременно. Хань Ли чувствовал себя довольно расстроенным, как будто он зашел в тупик и задавался вопросом, стоит ли ему отказаться от своего нынешнего занятия. Если бы все пошло совсем плохо, ему пришлось бы заниматься 5 искусствами совершенствования самостоятельно, и, по крайней мере, он хотел бы сначала полностью овладеть писанием реинкарнации истинного искусства. Вспомнив об этом, он вдруг вспомнил, что на бамбуковой табличке, содержащей 9 уровней писания Колеса истины, был еще один очень странный текст под названием «Понимание Сумеру». «Как я мог об этом забыть?» — воскликнул Хань Ли, хлопнув себя по лбу. Затем он тут же перевернул руку ладонью вверх, чтобы вызвать бамбуковый свиток, и на его лице появилась слабая улыбка, когда он поспешно вернулся в бамбуковое здание и закрыл за собой дверь. В уединении прошло еще несколько месяцев, и за это время Ши Чуанькун однажды навестил его, но ушел, узнав, что Хань Ли находится в уединении. Однако перед отъездом он попросил Даоса Се сообщить Хань Ли, чтобы тот пришел к нему, как только выйдет из уединения. Хань Ли оставался в бамбуковом здании все время своего затворничества, и в этот день он, наконец, вышел наружу. На этот раз он выглядел гораздо бодрее, чем в прошлый раз, и, слегка улыбнувшись, сделал несколько упражнений на растяжку. Большую часть последних нескольких месяцев он потратил на изучение познаний Сумеру, и, хотя это был всего лишь текст, состоящий из нескольких тысяч символов, он довольно долго ставил его в тупик. К счастью, его настойчивость принесла свои плоды, и 2 месяца назад он, наконец, смог разгадать некоторые секреты текста. Изначально Сумеру было так сложно понять, потому что он подходил к этому с неправильным настроем, думая, что это как-то связано с законами времени или искусствами развития атрибутов времени. Как оказалось, на самом деле это было скорее общее описание, а не то, что нужно культивировать. Вместо этого в нем была изложена последовательность, в которой следует развивать 5 искусств, связанных со временем. Конечно, в нем не просто перечислялись искусства совершенствования. Вместо этого в нем тонко раскрывалась взаимосвязь между 5 искусствами совершенствования, и это было основой для совершенствования великого 5-элементного иллюзорного искусства. 5 искусств совершенствования требовали постижения законов времени с точки зрения 5 элементов. В конце концов, время влияет на все в этом мире, и, будучи одним из 3 верховных законов, оно присутствует во всем. Однако это также сделало законы времени очень абстрактными и трудными для понимания, что сделало их одними из самых сложных для понимания и развития магических сил. Однако можно было постичь тайны законов времени, наблюдая за циклом рождения и разрушения 5 элементов. Друзья, эти главы, когда уличная драка за кусок нефрита переписывает весь политический расклад царства. Хан Ли демонстративно сокрушает элиту армии черных ласок, и эта грубая сила мгновенно становится языком дипломатии. Увидев потенциал героя, сам король черных ласок, прежде посланный старшим принцем убрать Ши Чуанкуна, холодно меняет сторону, предпочтя союз с тем, у кого есть такой клинок. Прагматизм владык оказался тяжелее любых клятв. Прятавшись от глаз предателя в гостинице «Облачная гора», Ши Чуанкун отказывается от филиала своей фракции. В условиях войны за престол любая знаковая структура превращается в капкан. Доверие к Хан Ли становится единственным якорем. Пока союзники выживают в одушающей атмосфере дьявольской ци и ищут скрытые измерения, Хан Ли уходит в уединение, чтобы сломать главную загвоздку. 5 искусств времени конфликтуют и отторгают друг друга как непримиримые стихии. Решение находится не в лобовом штурме абстракций, а в понимании Сумеру, архитектуре, где законы времени проявляют себя через цикл рождения и уничтожения 5 элементов. Хан Ли обретает фундамент, позволяющий всем его техникам дышать в унисон, не разрушая друг друга. Внешний хаос заставил героев отбросить старые схемы и найти опору в доверии. Готовлю продолжение.